Братан, ну а как ты хотел? Я знаю, что вам многим не нравится 33 ГТР, что его якобы раздуло как лицо Олега Монгола, но не завалить бы нам сейчас всем тут одновременно. Это очень редкий Феникс с очень дорогим и редким мотором, поэтому каждая отсечка может быть последней. Я домой нахуй! Вы меня спросите, где 34-я? Я скажу, что у нас уже есть видео с репликой. И если уж снимать настоящий true 34-й GTR, то нужно искать его в самой жирной версии, какой-нибудь V-Spec Nismo Attention Suck X Little Японец на 1000 сил, естественно. Только тогда я сниму 34-й. Пока нет. Тогда логично сказать, где 32-й. И я на самом деле хотел его снять первым. Очень давно, примерно года 3. И был у меня один выход на человека с 32-м ГТРом в идеальнейшем состоянии, но он его ударил. И пока он его делал, время шло, и что? Он его продал. Черт, твою мать! Что еще раз доказывает, что Ниссаны исчезают по двум пунктам. Во-первых, это ржавчина, а во-вторых, когда кончаются деньги. Третий вопрос, который логично могут задать исключительно подписчики моего канала. Они спросят, где мой бородатенький сексуальный соведущий? О, что проебался? Все нормально, я поехал X5 продавать. Успокойся ты. Все нормально. Все нормально. А тебе я сейчас въебу. И остается 33-й ГТР, который многим в интернете, естественно, не нравится. По многим причинам. Первое, это что в основном 33-й кузова, неважно, ГТР или просто Skyline, выглядят так, как будто на них выливали сибирскую язву, а хозяек их надо отвезти в дурку на... И второй пункт, это то, что по всем своим внутрянкам, по всем костям, это полностью 32-й ГТР. Мотор и коробка и вовсе перекочевали, кроме турбины, где поменяли керамическую крыльчатку. И все. И все сообщество ГТРов до сих пор возникает во всех чатах, на всех форумах, доказывают, что это самый убогий кузов, и думают, что их мнение очень важно. Всем на вас поебать, искренне, по-настоящему, абсолютно. А еще, когда эта машина вышла, она была быстрее 32-го ГТРа на Нюрбургринге, 7,59, что по нынешнему времени пиздец как медленно и говёно. Ты гонщик? Можно автограф? Но по тем временам это действительно было хорошо, и единственный, кто опережал машину из 90-х, это 34-й ГТР и Bugatti, ёб Твою мать, здорово-то как. не похожая ни на что. Все остальное было уже из 21 века. Так что машина-то хороша. О. Пусть и в интернете считают 33-й уродом, но он мне близок. Что еще раз доказывает, что порой толстые вещи могут быть приятными и полезными. Согласен, Лё. Главное нас вовремя смазывать. И все четко будет. Эй, кстати, куда ты там пошел? Да так, зашел к своим ребяткам из Syntec Fresh Автодрифт. Посмотреть, как у них дела. Кстати, вот, например, грузовичок, на котором я лично проехал 5000 километров с Байкала на одной передаче, где мотор был вечного звон. И, разумеется, все было на масле Syntec. Так что Syntec Platinum – это специальная синтетическая линейка, которая уже давно не уступает зарубежным аналогам, использует в своем производстве лучшие компоненты и соблюдает все современные рецептуры. Уже предвижу ваши комментарии о том, как же его производят, если все отечественные производители импортировали присадки из стран Европы, Японии и Кореи, а сейчас все поставки прекращены. В этих условиях Syntec быстро переориентировал свои закупки и выстроил новые логистические цепочки, поэтому качество никак не изменилось. Спасибо за это Саудовской Аравии и Турции.
ну и другим странам, которые принимали в этом участие. При этом стоимость поддерживается на оптимальном уровне, а в эпоху импортозамещения и вовсе становится лидером на рынке. К тому же полностью отсутствует риск нарваться на подделку. У меня, конечно, машины нет, но можно ли его пить? Можно. А если кому-то нужно качественное масло по доступной цене, которое подойдет для любого современного автомобиля, то заказывайте Syntec на Озон. Ссылку оставляю в описании по промокоду DRIVE22. Получите персональную скидку от меня. Кто будет шутить, что вы меняете из этого мотор? Нет. Мы ставим сюда роторный двигатель и будем на этом дрифтить. Стаканчик можно еще, бармен? Спасибо. И добьем, конечно, про внешку. Как известно, он оброс жирком после 32-го GTR для улучшения жесткости, для аэродинамики, вот эта вся прочая лабуда. Но из-за вот этих широких задних крыльев и спойлера, выходящего как у Evolution, появляется то самое... Тяжеловато, могу сказать. Я считаю, что машина, которая дожила до наших дней, находится в таком клин-луке, это прекрасно. Несмотря на то, что в интернете ее называют лодкой. Лодкой, блядь. Я водяной, я водяной. И мне еще нравится, что 32-й, 33-й GTR и чуть-чуть 34-й являются лучшими донорами стоковых дисков для стенсеров. Да ты чё? Коробки привода иногда подходят дрифтерам. Моторы. Чтобы победить в дрифте и ставиться, нам нужно поставить мощный мотор. Это выкидываем, RB26 будем ставить. И пусть вас не смущает вот эта коцка на крыле и на багажнике, потому что когда машина стояла на обочине, ее настраивали, пролетал Шкод Рапида, и у нее отлетел капот нахуй. Капот отлетел у Шкоды сток. Ебучий ВАК, опять во всем виноват. В салоне у нас настоящая японская простота, ничем не перегружен, даже монитора, вот как в 34-м, тут еще нет. Просто есть 3 датчика, температура масла, буст и показывает, сколько моментов перекидывается на переднюю ось. Знаете, сколько у нас перекидывается? 0. Потому что пока ее тут настраивали, что-то не подключили, и ошибка. В теории у нас получается задний ГТР, заднеприводный ГТР, как дрифт. Кто-то дрифтит на ГТРах, потом плачется, когда не может найти деталь. Что у нас? Руль от Премьеры и от любого Ниссана тех лет. Полуковши, болтающая система метанола, монетница и антенна. А самое главное, ребята из BMW, тут все опции сейчас разблокированы, то есть зеркала, все доступно. Зеркала нет. Тут есть? Есть. Все. Музыка базе. Хватит про салон. Поехали. Ебашить. На данном этапе видео обычно люди пишут мне в комментариях, что это за дерьмо, почему так мало цифр. Мы тут все пришли посмотреть опять на цифры машине, которой 45 тысяч лет. Что ж, начинаю свой рассказ. Двигатель RB26D Twin Turbo. По заводу 276 лошадиных сил. Ехала 5,6 секунды до сотни, что достаточно медленно. Но джентльменское соглашение не позволяло сделать им больше. Но что позволяло сделать им больше сил? Правильно, алкоголь и желание ехать быстро. Поэтому в правильных руках, в правильных деньгах машина могла смело получить 1000 лошадиных сил. А ты куда? Чугунный блок. Идеальное решение с дросселями. Гораздо больше технических решений по сравнению с JZ. Из-за чего он, в принципе, ставился только на спортивные автомобили. Это Skyline, GTR и одна Stage. Никаких компромиссов в виде семейных седанов, как у Toyota, не было. Потому что их нигде не найти, и стоят они как ебаный насрал. Хотя JZ уже давно по цене где-то рядом, а то и вовсе дальше. Но каждый раз, когда ты садишься в машину с РБ и начинаешь говорить про 1000 лошадиных сил, то маслонасос каждый раз говорит: Что, братцы, кто сломается, тот гиюга!
Кстати, когда мы снимали реплику 34-го, там была крышка от РБ-26. Я рассказывал, типа, ребята, тут как бы реплика, потому что мотор дорогой. И вот хозяин просто сделал крышку. На что в комментариях я был как бы атакован людьми, которые мне доказывали, что это 26-й мотор, а я просто дебил, потому что не могу посмотреть на крышку, которую лично снял и лично сам смонтировал. Я вообще не понимаю, зачем вы это делаете? Вы что, интернет-злодеи? Когда ты людям в комментариях спокойно отвечаешь, ребят, да это просто крышка, мне отвечают, странно, а звучит как 26-й. Да ты чё? 1-0 в мою пользу. Ты проиграл. Как бы она, видите, вся по стоку, у нее даже нулевики как бы отсутствуют привычные. Но 600 сил имеется. 600 сил, а как бы ничто ее не выдает. Я сижу в салоне, даже кондиционер заправляется, но где-то вытекает собака сутулая. Короче, что касается ощущений личных от вождения. «600 сил» — это всегда прекрасно. Если тебе надо, да, ты сначала скидываешь на вторую, до 4 ничего не происходит, ничего, а потом... Машина имеет идеальное сопротивление с дорогой, которое прекрасно передается нам в руль, и мы чувствуем прекрасный петролхедский стиль. Очевидно, потому что, блядь, машину делали инженеры, как бы понятно, что это было давно, но они как бы там нормально с черновиками сидели, и все у них идеально получалось. Просто она тяжелая, действительно, потому что у нее здоровый чугунный блок спереди, она сама вся огромная, но другого тут и быть и не должно. Это не должна быть RX-7, у которой спереди мотор весом кошки. Тут у нее же сзади еще был супер хайкас электрический, где колеса подворачивались для улучшенного прохождения поворотов. Вот эта система полного привода, которая у нас не работает. На них любили часто делать драг-рейсинг, а они все равно как-то рулились. И вот, ну, что тут говорить, типичная японская классика, которая просто охуенно едет. Что тут говорить. И тормоза, которые Brembo, хозяин говорит, что такие ставят на Феррари. Поверим ему. Я понимаю, что такой машиной владеть это очень, блядь, тяжело и дорого. Но когда ты просто пиздюк из Ютуба и катаешься какие-то полдня, это прекрасно. Содержать, конечно, такую я бы не хотел. X5 мне хватило. Подъем в гору. У нас гонка в гору. Первая. Камни. Объезжаю. Вторая. Едем. 120. 140. Нормально. Едем на второй. Все. КамАЗ. Жарковато. Люблю снимать в Сочи. В рубашке. Без кондея. Машина, как всегда, в правильных руках. С подходиком, мать твою. С подходиком. Что, пора идти на обгон, и я это делаю. Поехали. И вот только сейчас третья, 140. И, мне кажется, в борьбе за что лучше, Supra или GTR, по техническим данным и возможностям восстановить автомобиль побеждает Supra. Но по ощущениям от вождения, то, что как эта тачка рулится, побеждает все равно GTR. Так что боготворим то самое время, когда машины ездили на бензине, а экология и всякая залупа были где-то далеко. Вторая. Ждем. Пошла. Поэтому автомобиль действительно уникален и бесподобен. Поэтому вот эти все предрассудки, 33-й говно, оставьте вот реально где-то для мемов. И эта машина охуенная. Она победительница многих гонок, в том числе морских фрегат. Я водяной. И мне нравится, что Nissan всегда ставил для себя конкурентом Porsche. Они всегда пытались наказать Porsche. Porsche всегда ставит там Ferrari, McLaren, блядь, Pagani, Zonda. И только потом где-то Nissan GTR. Но у них это получается. Я очень надеюсь, что Nissan рано или поздно выкатит уже 36-й GTR лет через 10. Который будет, естественно, на электротяге, водороде, угольной машине, паровой двигатель. Но он даст ответ Porsche. Мы дождемся. А на этом все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. И помните, шоу пока что еще продолжается. Держимся, пацаны.